Посмотрите, какая в Одессе сегодня луна, какие яркие даже звезды видны. Почему я на улице так поздно ночью? А все просто, потому что у нас воздушная тревога. Сегодня 27 апреля 2026 года, и всех приветствую из города у самого Черного моря, из города Одессы. Хочется начать видео с хороших новостей, но, увы, это просто сегодня невозможно сделать. У нас была снова очередная адская, ужасная ночь. После того, как в субботу хоть немножко одесситы успели побыть счастливыми, мы снова вернулись в свою страшную, суровую военную реальность. Сегодня в Одессе была одна из самых массированных атак. На город летело больше 50 беспилотников. Атаковали нас практически половину ночи, много разрушений в разных районах города, прилеты в жилые дома, и, к сожалению, есть пострадавшие люди и даже дети. Вот видео последствий сегодняшней атаки на город. К сожалению, разрушений много, и прилетов в жилые дома тоже много. Пострадало около 15 человек, из них 2 маленьких детей. Нужно смотреть на эти кадры и понимать, что пережили люди, которые здесь живут. Пострадал в Одессе и отель на известной набережной, и прочла сегодня в новостях, что семья с Харькова приехала в Одессу отпраздновать 50-летие у моря, и, к сожалению, они были в этом отеле. Сейчас везде небезопасно. Харьков, который все время подвергается атакам и обстрелам, и, видите, люди попали вот в такую ситуацию в Одессе. У нас как ни одно, так другое. День вчера начался сначала спокойно, а потом в Одессе начался просто какой-то апокалипсис, о котором уже достаточно давно предупреждали. И вчера говорили, что предупреждение штормовое 1-го уровня опасности и никому не ходить по улице. Но никто не думал, что в Одессе начнется просто настоящий ураган. Ветер был такой силой, что по всему городу падали деревья, сносило крыши, еле передвигались люди, летало все, падали огромные ветки. Действительно была просто какая-то катастрофа. Я сама вчера пошла по делам, иду по улице, и сначала начался такой верхний ветер, падали только маленькие сухие веточки, а потом внезапно началась буря, и просто не было ничего видно на улице. Начало все падать, начали падать большие ветки, и я до дома просто бежала, потому что стало в какой-то момент очень страшно. В такую погоду желательно вообще не выходить из дома при возможности, потому что вчера деревья падали даже в центре, даже в горсаду, в котором мы в субботу гуляли, тоже упало возле фонтана дерево. И такая непогода была во многих, в 13 областях Украины. И ночью на севере Одесской области даже пошел снег. Мы возвращались ночью из укрытий, и на улице было такое ощущение, что декабрь, пахло просто морозом. И под утро в Одесской области были заморозки, в Одессе был почти мороз. Аграрии бьют тревогу, потому что вообще непонятно, если будет продолжаться такая погода, что будет с урожаем. Из-за сильного ветра трясло вот эти персики, абрикосы, все посыпалось, земля подмерзает, сейчас урожай в опасности, что-то с погодой творится непонятное. Я так посмотрела прогноз, и на ближайшее время и не предвидится теплой погоды. И говорят, май будет с такой температурой, как поздняя осень. Посмотрим, как будет на самом деле, но пока прогнозы в этом тоже не радуют. Посмотрите, это сердце из тюльпанов расцвело. К сожалению, мне не хватает роста вам показать всю его красоту, но выглядит это просто нереально красиво. И только сейчас я поняла, что это цвета городского флага. Красота! Вчера, 26 апреля, была годовщина страшнейшего события, которое произошло 40 лет назад. Это годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Все мы помним эту дату и помним подвиги людей, которые ценой своей жизни помогали ликвидировать последствия этой
катастрофы. Вчера в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам, и в храмах Одессы в этот день совершили молебни за умершими и погибшими участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на все, паники в городе нет, мы уже во многом закалились, можно сказать, и сегодня у всех начался новый день после вчерашних трудностей. Все собрали силы, да, не выспались, да, застрессованные, но продолжаем жить эту жизнь и надеяться, что сегодняшняя ночь будет тихой. Ну, а я сейчас вам покажу, какая нам на днях приехала вкусная и полезная посылочка. Сейчас 11 часов вечера. Была воздушная тревога, но у нас свои радости. Нам папа решил передать передачу. Покажу вам самое интересное, что в ней есть. Это ферина. У нас называется эта рыбка цаца в Одессе. Вот такие вот рачки. Вот чем мы сегодня будем заниматься после воздушной тревоги. И натуральное домашнее вино. Я уже немножко попробовала, почувствовала вкус Изабеллы. Вот это я понимаю, снятие стресса. Сейчас покажу самое главное, почему нам приехала передача. Это Дунайка. Настоящая Дунайка. И чтобы вы понимали, это не с базара, это Дунайку папа купил прямо в Вилково с лодки. Это вилковская настоящая Дунайка. И посмотрите, какая красота. Какая она жирная. Какая классная. Это еще свежая, только разморозилась, еще не соленая. Чем полезна эта рыбка? Тем, что она богата на омегу-3, которая легко усваивается организмом человека. Так что сейчас это все засолится, и можно будет немного побалдеть. Не было бы войны, поехали бы мы с вами в Вилково. А так, страшно сейчас вообще куда-то ехать. Папа, тебе большое спасибо и большой привет. Сделаю такую ставку, что уже было приготовлено из этой селедки. Ее можно запекать. Не все знают и не все готовят запеченную селедку, но это, кстати, получается очень вкусно, особенно если вот так наверх положить кусочек лимончика. Просто вот попробуйте, вам обязательно понравится. Ну и на закусочку вот такие консервированные мамины помидорки. Они невероятно вкусные. К этому у нее точно талант. Еще папа нам передал кефаль. Кто не знает, что это за рыбка, это наша рыба, ловится в Одесской области, называется кефаль, и она очень-очень богата на омегу, поэтому является полезной. Ну, если вы поедете на привоз, вы ее практически всегда найдете. Это шаланды полные кефали. В Одессу, Костя. Всю передачу показывать не буду, покажу самое интересное. Так, это еще брынза, это, наверное, самая вкусная брынза из Одесской области, можно сказать, бессарабская, беленькая, вот, и, ну, просто идеально по соли, по всему. Это мед, я не помню, надо будет спросить у папы, из какого региона Украины это его друзья. Чернигова. С Чернигова, да, из Чернигова, да. Друзья папе передали мед, и он с нами поделился, он очень ароматный, с какими-то травами. Ой. И это уже Дунайка. Мама в маринаде делает Дунайку, просто потрясающая. Если захотите, поделимся рецептом. Сейчас я вам покажу, какая она жирненькая. Какая она красотка внутри. Смотрите. Красота. Уже аж слюноотделение пошло. Папа, еще раз спасибо тебе большое за такую вкуснотищу. Вот так сегодня живет Одесса, вот так сегодня живут одесситы. Дорогие зрители, спасибо, что остаетесь с нами. Хорошего вам дня, несмотря на жизненные трудности, хорошего настроения. Старайтесь все равно любоваться и наслаждаться весной. Тихих нам дней и ночей как можно больше. До встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока.